Приветствую вас, мои дорогие подписчики, друзья и просто гости моего канала. В этом видео я подготовила для вас обзор новой экосистемы, которая называется Ethereum Gold Finance, или же сокращенно ETG Finance. Скажу сразу, что данная экосистема контролируется специально созданным токеном ETGF, который, кстати, уже вовсю торгуется на такой популярной платформе, как Uniswap, причем торгуется данный токен в паре к эфириуму и имеет весьма неплохой объем суточных торгов. Но о нем более подробно мы поговорим чуть позже. Сейчас же я хочу в большей степени сакцентировать ваше внимание на том, что в рамках ETG Finance вы можете воспользоваться самыми популярными направлениями получения вознаграждения в рамках мира децентрализованной финансовой системы, а именно отправлять имеющиеся на вашем балансе токены, стейкинг, фарминг или же использовать их для электронного голосования, что я считаю весьма интересно. Однако, чтобы поподробнее познакомиться с ETG Finance, пробежимся по его основным характеристикам. И первой из них является мгновенное финансирование, которое доступно, во-первых, без участия третьих лиц, во-вторых, работает автономно за счет проверенных смарт-контрактов, и в-третьих, безопасно регулирует как сбор, так и вывод средств, что, согласитесь, уже очень приятно. При этом, как я уже успела упомянуть, в рамках ETG Finance будет доступен eFarm, с помощью которого вы сможете обеспечить ликвидность не только одной из популярных сейчас в мире криптоплатформ, как Uniswap, получая за это ETGF токены, но и фармить такие стейблкоины, как USDT, USDC, DAI, BUSD и даже LP токен. Однако, независимо от того, что фарминг этих токенов будет происходить на разных платформах, вознаграждение же будет происходить в едином формате, то есть в виде ETGF токена. При этом, чтобы понять, как это работает, рассмотрим пример. Допустим, каждую неделю вы будете отправлять в фарминг какое-то количество монет, от чего, собственно говоря, и будет в будущем зависеть размер ваших вознаграждений. Чем меньше сумма отправленных вами монет будет, тем меньше выплат в ETGF вы получите. Что, собственно говоря, логично. При этом еще одним условием участия в фарминге является минимальное количество отправляемых монет, которое равняется 31 монете, а минимальное количество дней составляет 7. При этом, как управлять своими фармами, так и выводить свою еженедельную прибыль, вы можете самостоятельно в рамках ETG Finance, что, согласитесь, очень удобно. Более того, вы всегда можете проголосовать за увеличение этих наград. Для этого, собственно говоря, и доступна в рамках экосистемы ETG Finance функция eVoid. Участвовать же в голосовании могут абсолютно все участники, имеющие на своем балансе ETGF токен. При этом вам не нужно для участия в голосовании платить какие-то комиссии, что, как по мне, уже достаточно приятно. К тому же, чем больше на вашем балансе ETGF токенов, тем большей силой обладает ваш отданный голос, что, согласитесь, весьма справедливо. Участвовать в голосовании достаточно просто. Для этого вам достаточно вернуться на главную страницу ETG Finance и перейти в раздел «Управление», выбрать доступный раздел для голосования, внимательно ознакомиться с его условиями, а также с дополнительной информацией, где прописана дата начала и окончания голосования. Посмотреть текущий результат, если таковой имеется, ну и, конечно же, произвести само голосование, отдав свой голос за тот или иной доступный вариант в голосовании. Как видите, в этом нет ничего сложного, что лично меня, как пользователя, очень радует. При этом очень радует такой формат управления экосистемой, когда активное комьюнити само направляет сообщество к тем или иным трансформациям. А что по этому поводу думаете вы? Напишите в комментариях на этот счет свои мысли. А пока вернусь на главную страницу ETG Finance, чтобы поговорить еще про два интересных направления, которые, как мы видим, будут доступны совсем скоро. А именно это eSwap и eWild. Если же в двух словах затронуть их особенности, то создан eSwap будет на основе децентрализованного протокола, который будет призван автоматически предоставлять ликвидность в эфириум, то есть работать по принципу как приложение Uniswap. Что же касается eWild, то данное хранилище уже в ближайшем будущем будет использоваться для автоматизации самых лучших возможностей заработка от фарминга, в рамках которого сообщество самостоятельно сможет не только работать вместе, но и разрабатывать самые прибыльные стратегии, что, согласитесь, весьма здорово.
Однако пока все это находится в разработке, вернусь к еще одному крайне прибыльному направлению, доступному в рамках ETG Finance, а именно к стейкингу. Уверена, многие из вас со мной согласятся, что стейкинг, как возможность пассивного заработка, стало очень популярным явлением среди многих проектов, и ETG Finance не является исключением. Более того, в рамках стейкинга от ETG Finance вы сможете зарабатывать по 20% вознаграждений в месяц или же 240% в год. Ну не круто ли? К тому же перед тем, как отправить свои монеты в стейкинг, вы легко можете просчитать свою потенциальную прибыль за счет доступного встроенного кошелька, где вы, меняя то или иное значение, можете увидеть, как будут меняться суммы ваших начислений в зависимости от суммы токенов и количества дней, отправляемых вами на заморозку. Кстати, участвовать же в стейкинге также довольно просто. Все, что вам нужно, так это подключить к системе свой кошелек MetaMask. Как только вы это сделаете, вам сразу же станет доступна функция стейкинга. При этом вы увидите общее количество монет, которые уже находятся в заморозке. В общем, нажимаем на кнопку Stake и вводим минимум 30 ETGF токенов. Кстати, не забываем прочитать предупреждение, которое гласит, что перед тем, как сделать ставку, убедитесь в том, что функция утверждения подтверждена в блокчейне Ethereum. Нажимаем снова Stake и выбираем цену газа для осуществления транзакции. На самом деле сделать это достаточно легко и просто, так как все действия выполняются на интуитивно понятном уровне. Отправлять же я сейчас монеты не буду, так как у меня нет необходимого количества ETGF токенов на своем балансе. Но вы всегда можете приобрести данные токены на бирже Uniswap, а уже после отправить их в стейкинг. Тем более, что для удобства и более подробной демонстрации данного процесса на официальном канале ETG Finance доступна видеоинструкция, после просмотра которой у вас однозначно не останется лишних вопросов. Кстати, в конце видео, как и обещал, расскажу немного подробнее про токен, так как особенным его делает не только тот факт, что разработан он на базе Ethereum и соответствует ERC-20 стандарту. Тем не менее, помимо всего этого, у токена весьма ограничена эмиссия, равная 150 тысячам, из которых 10% выделено для пула ликвидности на Uniswap, 20%, то есть 30 тысяч токенов, выделено на предпродажу, 50% для вознаграждения участников фарминга и стейкинга и еще 20% для будущего развития. И как видите, 0% для основателя и его команды. Уверена, многие из вас удивятся и скажут, как это так? Но на самом деле команда разработчиков заявила, что она заберет все те токены себе, которые не распродадутся в момент прохождения предпродаж, а их, напомню, было выделено 30 тысяч ETGF токенов, что я считаю является очень правильным решением. А что на этот счет скажете вы? Правильно ли они поступают и честно ли это по отношению к их развивающемуся сообществу? В любом случае, не стесняйтесь и пишите все свои мысли на этот счет в комментариях. Тем более, что вы знаете, я всегда отвечаю на ваши комментарии. На этом же мой видеообзор подошел к концу. Надеюсь, вам было приятно познакомиться с новой экосистемой ETG Finance. Если это так, то ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал, если вы этого еще по каким-то причинам не сделали. А пока желаю всем вам отличного дня и хорошего настроения. Всем удачи и пока!